Здравствуйте, меня зовут Алексей. Мы сейчас на Дарнице. А меня Михаил Дмитриевич. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Михаил Дмитриевич, скажите, пожалуйста, мы сейчас здесь находимся. Что вы думаете, вот вы, такую жизнь у вас была интенсивная, большая, объемная, ну, вот много всякой происходило информации, Да. много событий. Да, меня киевляне, кстати, все забыли, проходят, не узнают. А ведь это же я первым 18 апреля 90-го года председательствовал в Киевсовете, вел заседание Киевсовета. И я тот единственный народный депутат, который отказался от заработной платы даже, не взял себе квартиру. Я живу в этом районе в однокомнатной квартире. Да, серьезно. И Я ученый кибернетик. Автор 114 научных работ и книг по надежности автоматизированных систем управления и автор первый в мире, создавший новое учение надежность систем защиты. это круто. Я участвовал во всех и Майданах, во всех революциях. Это я был одним из организаторов поднятия национального знамени на Крещатике, а всего нас 13 было членов президиума Киевсовета. И это я руководил прекращением работы Киевского горкома партии. Теперь я болен, стою, распродаю свою библиотеку, чтобы собрать деньги на лекарства. Да. Скажите, пожалуйста, а вот система Буран, которая, ну, действительно, вот это Да. шаттл этот создавался, то есть у нас его американцы, получается, купили? Или это Нет. была параллельная технология? Это все параллельно. Вот американцы купили мои формулы, мои методики расчета систем защиты от аварий. Конкретно на нем? Нет, я это как отдельное учение, как новый раздел в науке кибернетики создал. Потому что системы защиты это не только космические или что, это все атомные станции, это компрессорные станции магистральных газопроводов. Кстати, киевляне не знают, а наша власть молчит. У нас кроме газа с России или российского через Словаччину, перегнанного по кольцу, моя кандидатская диссертация – это трансиранский магистральный газопровод. Труба 1400 миллиметров идет из Ирана напрямую Азербайджану в Грузию, и нам можно было кинуть кусок трубы и не только Украину дешевым иранским газом поставлять, но и продавать в Европу. Вся беда в том, что Соединенные Штаты наложили эмбарго на торговлю с Ираном. Ну а мы, как всегда, поддерживаем кого-то во вред своей стране и народу. Скажите, пожалуйста, еще вот про кибернетику. Если все стремится же к распаду, правильно, в этом мире? Все, К сожалению, да. И все, что рождается, все гибнет. Такая истина. Да, но что вот держит вместе вот эти все предметы? Почему они еще не распались? Вот почему? Какая сила их держит вместе? По кибернетике, если. Какая сила? Я бы сказал, ум человеческий – это тоже кибернетическая система, а все, что интересно человеку, его уму, оно держится и развивается. Понимаете? Да. И поэтому, ну, например, мой институт бывший, где я работал, последний автоматики, уничтожен практически. А где он находился? На Нагирней 22-24 корпуса. Остались рожки и ножки. Было 3300 научных работников, сейчас, по-моему, 250 доживает всего. То есть где-то 7-8% от бывшего. Мы работали на абсолютно все отрасли народного хозяйства.
А теперь по мелочам, ну скажем, частные мясокомбинаты, я знаю, там люди автоматизируют. Науки нету. Даже такую науку, как автоматика, телемеханика, кибернетика в нашей стране, в нашей Украине никому не нужно. Я как ученый после распада Союза, отказавшись выехать в Соединенные Штаты, як сказав, я свою рідну Україну не покину. Я залишився в своїй рідній Україні нікому не потрібним. Фух. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы вложили свою вот эту вот кибернетику в этот процесс этого мира. Я надеюсь, что оно помогает людям и еще поможет множество раз. И все-таки я, как молодой вот представитель и киевлянин, надеюсь, что все-таки все произойдет и все будет правильно в свое время. Вы знаете, перестал верить, потому что я на заре независимости Украины был убежден, что Украина будет самой богатой, самой счастливой страной Европы. Я знаю все страны Европы, во всех странах Европы я бывал, начиная со времен Советского Союза. И если бы мы сохранили то лучшее, что было, а отбросили плохое, а добавили лучшим с Европы, мы были бы самой счастливой, богатой страной. Я попытался в Киеве внедрить французский мой опыт, а именно в деревне Пиньон, это в Провансе, деревня посредине между Тулоном и Ниццей с правой стороны. Я когда знакомился, как живут люди в селе, как обрабатывают земли, никто, понимаете, земли каждый имеет свое. Все остальное коллективное, а не так, как у нас Иванов, Петров, продай земли, а ты потом наемный, крепостной у него получаешь. Там люди, кооперативы, во всем кооперативе, и в жилищно-коммунальном хозяйстве кооператив. И что меня поразило тогда, это еще в далеком 1977 году, первый раз я был в этой деревне, что председатель кооператива работает на общественных началах. Поэтому, когда мой кабинет был на Крещатике 36, а я отказался от многих должностей, но я остался членом президиума и председателем жилищно-коммунальной комиссии Киева, я написал заявление, что я отказываюсь от заработной платы и буду все обязанности выполнять на общественных началах. Это было влияние вот того председателя кооператива из Франции, из села Пиньон. Когда я через 14 лет, судьба меня забросила опять в это село, село разрослось. Свои рестораны вдоль трассы, магазины фирменные. Все у людей есть. А у нас вместо развития люди все беднеют, потому что все думают руководители о своих карманах, а не общественном. Нужно решить всю систему мусора. Предложили Украине, да? Да, я изучил эти вопросы во Франции, в Германии, в Монако. Я поработал на мусоросжигательном заводе в Монте-Карло. Вдумайтесь, Монте-Карло и мусоросжигательный завод. 200 метров от завода стоит дворец князя Монако. Стена к стене впритул стоит самый огромный ресторанный комплекс Монако. Рядом старинная русская православная церковь. Никто, никакого запаха, ничего. Я иногда людям задаю вопрос, как вы думаете, какой высоты труба над мусоросжигательным заводом, что ни запаха, ни дыма не видно? Люди думают, что метров 100.
Да, 100 сантиметров, 1 метр всего-навсего. И можно стоять на крыше над этой трубой и не слышать запаха. Вот какие технологии. Я договорился с владельцем этой фирмы, что все производство мусоросжигательных заводов он перенесет в Украину. Вот это была инвестиция. Знаете, меня просто стали уничтожать. Ни один телеканал, ни один журналист меня не выпускает ни в эфир, ничего, чтобы я мог людям рассказать. Я как персона нон-грата оказался в Украине и за газ, и за этот мусор. Я даже пришел на 24-й канал, а этот канал повязывают и с Садовым, мэром Львова, в которой такие проблемы. Я рассказал, показал свои удостоверения, кто я и что, и депутатские. Вот в сентябре сейчас год прошел. Даже 24-й канал, да, Садового не заинтересовался. И никто с журналистом. Я не претендую, чтобы меня в эфире показывали. Я не баллотируюсь давным-давно никуда и не собираюсь. Потому что убедился, что если ты честный человек, тебе во власти делать нечего. Ты только здоровье теряешь. Такая система. И самое страшное, что виноваты население Украины, украинцы, что чем больше подлюка, извините за такое слово, чем больше вор, тем быстрее его избирают к власти, потому что у него есть деньги на бигборды, которые $1000 в месяц. У него есть деньги на цветные газеты, на подарки. А если я был честным депутатом, ну вот, распродаю свои книги, чтобы деньги на лекарства собрать. Вот так вот.